В 2026 году бизнес перестал измерять данные терабайтами. Сегодня любой банк, мобильный оператор или крупный бизнес оперирует петабайтами. Видеонаблюдение в 4К, записи регистраторов сотрудников, миллионы документов, транзакций биллинга. Все это нужно не просто сохранить, а гарантировать, что через 10 лет даже малейшая часть этих данных не пропадет. И тут возникает первая проблема. А где это все хранить? Лет 10 назад любая компания начиналась с северной. 1-2 сервера под все. Файл, почта, бухгалтерия. Надежность? Она держалась на энтузиазме админа. Сегодня все проще. Публичное облако — это когда вы получаете готовый сервис за абонентскую плату. Для малого бизнеса это, во-первых, Google Workspace. Это дешево, это всегда работает. И вы вообще не думаете о железе. А что для крупного бизнеса? Там масштаб другой. Они покупают не просто место на диске, они арендуют целый виртуальный дата-центр. Вместо Google диска они используют объектные хранилища для своих петабайтов. Вместо одного сервера сотни и тысячи виртуальных машин. Они могут даже арендовать bare metal, когда провайдер выделяет вам голое железо без соседей по гипервизору, но со всей гибкостью облака. Это масштабируемость, о которой раньше и не мечтали. Но тут есть проблема, с которой банк, оператор, связи или госсектор обойти не могут. Имя и конфиденциальность личных данных. Законодательство и правила службы безопасности здесь негласны. Вы не можете просто зашифровать все и отправить в Google. Нужно, чтобы сервер с данными стоял на вашей территории, в вашем целе, под вашим полным физическим контролем. И здесь никакие хитрости облачных провайдеров не помогут. Вам придется строить свое собственное частное облако. Но вот в чем ирония. На таких объемах классический RAID, о котором мы говорили в прошлый раз, просто не работает. Когда у вас 3 диски по 32 терабайта, RAID 6 превращается в тыкву из-за бесконечных циклов ребилда. Но на помощь приходит технология, которая держит на своих плечах весь современный интернет. Erasure Recording. Сегодня разберем ее. Чтобы понять Erasure Recording, вам нужно забыть о диске, о физическом устройстве. В мире классических SHD мы привыкли к блокам, но Erasure Recording работает выше, на уровне объекта. При лицензиации система не видит полку с дисками, она видит единое сырое пространство, которое нарезает на объекты, чанки. И на этом этапе ей абсолютно все равно, какие у вас типы дисков, какой у них объем или скорость. Добавление места происходит также прозрачно. Вы просто подключаете новый диск, а когда SHD добавляет его в общий пул. Для системы теперь существуют только чанки и их характеристики. Обычный размер такого кубика от 64 килобайт до 4 мегабайт. И вот здесь начинается магия физики процесса. Первое — это скорость. Возьмем любой файл. При сохранении он не ложится на один диск. Он дробится на чанки и буквально разлетается по всем серверам и узлам вашей сети. Когда вы решите этот файл прочитать, вы будете тянуть его не с одной группы дисков, как в классическом RAID, а сразу со всего кластера. Скорость здесь ограничивается теперь только пропускной способностью вашей сети. И из этого вытекает второе преимущество — гибкость. В классическом RAID вы заложник одинаковых дисков. Добавили диски на 20 терабайт массив из десяток. И лишние 10 терабайт каждого диска просто не будет возможности использовать. Erasure Recording системе все равно. Она просто нарежет на новом большом диске больше чанков. Ни 1 байт объема не пропадет зря. Третье — это гранулярность. Если при чтении недоступен один или несколько чанков, нам не нужно пересобирать весь массив. Мы восстанавливаем только те кубики, которые пострадали. Это ювелирная работа вместо тяжелого ребилда. Это и есть современное хранение данных. Гибкое, быстрое и очень умное.
А чтобы вся эта россыпь чанков не превратилась в цифровой мусор при аварии, нам нужна математика выживания. Теперь к сути. Яразы кодинг — это чистая математика. В основе лежит простая формула. N равно K плюс M, где K — это ваши полезные данные, а M — это чанки избыточности. Но какие цифры туда подставлять? Выбор схемы — это всегда баланс между надежностью и стоимостью. Самый популярный алгоритм — это код Рида Соломона. Давайте разберем 3 золотых стандарта индустрии. Запомните правило: чем больше K по сравнению с M, тем выше полезный объем вашего хранилища. Например, в схеме 8 плюс 2 вы теряете на избыточность всего 20% места. Разница в деньгах на петабайтах объемах колоссальная. Но обычно Яразури Кодинг есть ахиллесова пята. Если у вас вылетает один маленький чанк в системе 12 плюс 4, системе нужно поднять из сети любые 12 фрагментов, чтобы вычислить один потерянный. Восстановление группы чанков создает дикий трафик внутри сети ЦОЛа. И здесь на сцену выходит Locally Repairable Codes. Это выбор сверхкрупных инсталляций, вроде тех, что используют облачные гиганты. LRC добавляет промежуточные локальные контрольные суммы внутри одной стойки или сервера. Да, это еще немного снижает полезный объем. Но на мелких сбоях вам больше не нужно обращаться ко всей сети, восстановление происходит локально и мгновенно. Математика и Яразури Кодинг позволяет вам буквально купить надежность за вычислительную мощность. Но если у этой технологии обратная сторона, конечно, и это нагрузка на железо. Вот мы и подошли к самому важному — восстановлению данных или ребилду. В классическом RAID 6, когда выходит из storage диска, массив переходит в режим деградации. Контроллер читает данные со всех исправных дисков и пишет их на запасной hot spare. Этот процесс — ваше бутылочное горлышко. Ребилд 30-терабайтного жесткого диска может длиться 3 суток. Даже SSD потребует больше 12 часов. И все это время ваш массив будет находиться в неоптимальном состоянии. В Яразури Кодинг все иначе. Здесь нет выделенного диска. В процессе участвуют все диски системы. Потерянные чанки восстанавливаются в свободное пространство сразу на все узлы кластера. Это называется Declarated Recovery. Скорость восстановления здесь ограничивается только производительностью вашей сети. И тут есть критически важный нюанс про железо. Если ваша классическая сеть хранения SAN на Fabric Channel отлично справлялась с обычным доступом, то для Яразури Кодинг она может быть слишком тесной. Яразури Кодинг — это дети Ethernet-сетей. В распределенной системе при ребилде возникает так называемый East-West трафик. Узлы начинают обмениваться друг с другом фрагментами данных на огромных скоростях. В 2026 году, если вы строите петабайтное хранилище на базе Ethernet, стандартом становится 100 гигабит в секунду. Только так ребилд не положит вашу сеть, не превратится в вечность. Как же выбрать правильную схему K плюс M? Давайте пройдемся по реальным задачам. Первое. Оперативные базы данных, вроде Oracle или SQL Server. Нагрузка здесь обычно 30/70 пользу чтения. Казалось бы, Яразури Кодинг подходит. Нет. Из-за так называемого налога на запись, когда системе нужно пересчитывать фрагменты избыточности на каждое малейшее изменение, ваши задержки станут невыносимыми. Для критических баз данных с низким временем отклика оставляем RAID 10. Не рискуйте производительностью. Второе. Архивные базы и логи. Здесь нагрузка 10/90. И это идеальное место для Яразури Кодинг. Используйте агрессивные схемы типа 12 плюс 4 или 16 плюс 4. Вы сэкономите до 40% дискового пространства по сравнению с зеркалом. Подведем итог. Яразури Кодинг — это не замена RAID.
Это инструмент другого масштаба. Если вы переросли терабайты, столкнулись с разрастанием данных, Razor Recoding — это способ не утонуть в расходах на железо и не посидеть во время бесконечных циклов ребилдов. По сути, вы внедряете в себя те же технологии, на которых работают такие же гиганты, как Amazon S3. Это и есть тот самый мост. Он дает вам низкую стоимость, сопоставимую с публичным облаком, но при этом гарантирует абсолютную сохранность данных внутри вашего периметра. В следующий раз мы разберем серую зону. Что делать, если Razor Recoding для вас это еще много, а классического RAID уже мало?